хороший. Ты моя бусинка. Ой, ты моя сладкая бусинка. Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Меня зовут Виктория. Это канал о парфюмерии. Сегодня с нами Макс. Это мой котик. Небольшая предыстория. Мы взяли котиков на улице. Мой муж их нашел в коробке. И теперь вот они живут с нами. Но сегодня речь не о котах, хотя я ставлю одну сцену их взаимоотношений с нашей взрослой кошкой. Это очень забавно. Я думаю, что это конфликт поколений, не иначе. Друзья, я вам сегодня просто обязана рассказать про аромат, который должен быть в моей коллекции, который я забыла, когда снимала видео про такие вот ароматы, must-have любого коллекционера. Это, конечно же, ароматы от Lanvin Arpège. У меня есть Arpège, классика 1927 года, и Clad d'Arpège это, тоже уже классика практически. И у меня их не было, а должны бы быть. И еще два аромата люксовых по доступной цене. Эти, кстати, тоже по доступной цене. Да? Например, вот этот часто сравнивают с Chanel номер 5. Они не один в один, они как-то вот в одном просто направлении. Этот, говорят, более аристократичный аромат, но он, конечно же, намного доступнее, чем Chanel номер 5. Также и вот этот аромат, и я их заказала на Wildberries. Я понимаю, что на Wildberries у многих может возникать вопросы, да, что там продается на этом Wildberries. Но я почитала отзывы, я посмотрела своих коллег-блогеров, которые уже там заказывали, и магазин Aromaré, в котором продаются эти ароматы, он есть на Wildberries, он есть на Озоне, по-моему, на Яндексе еще есть. То есть у него просто свои магазины на этих площадках, что сейчас, мне кажется, вполне нормально. Да? Я даже находила на Wildberries, по-моему, есть Рив-Гош. Практически все продается через Wildberries. Поэтому неудивительно, да, что там может продаваться отличная парфюмерия тоже. Я прикреплю ссылку на этот магазин и на все вот эти вот ароматы. Я их, конечно, проверила, да, я была бы не я, конечно, проверила, провела батч-коды, посмотрела упаковки, сравнила с теми, что есть в магазине, но по мне это стопроцентный оригинал. Но я говорю, что я еще почитала отзывы, и не только у меня такое мнение. Малыш, когда его берешь на руки, он так расслабляется, мне так жалко его потом с рук куда-то отпускать. Сладкий мой. Давай вот сюда вот на подушечку ляжем. У меня тут подушечка рядом. Давай, все, отдохни еще. Скоро я закончу и опять возьму тебя на руки. Так, у меня есть ножницы на всякий случай. Давайте распакуем. Смотрите, тут, как и положено, есть вот такой вот, фокусируйся, вот такая вот наклеечка, да, как и должна быть на этом флаконе. Все запечатано очень хорошо, не придерешься. Давайте откроем. Так, не зря ли я начала с этого аромата? Может, надо было с этого? Мне кажется, что вот этот аромат самый легкий из всех, о которых мы сегодня поговорим. Так вот все тут упаковано. Сейчас к нам придет Макс, тоже обследует. Простите, тоже обследует все ароматы. Очень красивый флакон. Вы посмотрите, какая красота. Он, конечно, должен быть у меня. Давайте нанесем сначала на блоттер. Так.
Ну, я чувствую, что тут есть в начале альдегиды. Но они отличаются, эти альдегиды, от шанелевских. Расскажу вам пирамиду. Альдегиды, ландыш, персик, жимолость, нероли, бергамот — это верхние ноты. Средние — жасмин, иланг-иланг, иланг-иланг, ландыш, ирис, кориандр, роза, лилия, герань, камелия. И базовые ноты — сандал, амбра, ветивер, мускус, бензоин, ваниль, пачули. Ну, как и положено для ароматов старой школы, очень большая обширная пирамида. Я буду периодически включать и выключать кондиционер. Мне очень нравится. Да, да, кстати, я вот чувствую пересечение с Шанель. Но здесь как будто бы больше зелени, как будто бы больше свежести в аромате, больше такой терпкости. Шанель более альдегидный аромат. Вот в чем дело. Шанель — это прям 100% альдегиды. А потом уже именно в жару на мне лично открывается остальная часть аромата. А этот аромат я вполне себе представляю, что можно носить не только вот в такую вот жару. Ну, на моей холодной коже он может открыться и в другое время года. Да, древесный, белоцветочный, альдегидный. Прям вот на сейчас его можно. У нас жара. Но можно и круглый год. Так, давайте пойдем дальше. Дальше это Эклад, Арпеш от Lanvin. Ну, я говорю, тут вот все как положено. Здесь вот есть наклейка, которая должна быть у ароматов с QR-кодом о том, что аромат сертифицирован. И здесь, как и положено, вот эта вот лента, да, закрывает аромат. Как-то он должен тут выезжать. Это первый мой аромат Éclat Arpège от Lanvin. Вот. Вот так вот он должен выезжать. Класс. Очень нравится эта упаковка. Очень красивый флакон. Вот здесь такой кристалл. Очень круто. Так. Угу. Нанесу аромат на себя. Так, нанесем сначала на блотер. Я буду периодически включать и выключать кондиционер. Но я узнаю этот аромат. Это свежесть. Это цветочная свежесть. Это как будто бы веточка сирени. Но, опять же, да, это когда знать, что есть сирень, потому что аромат довольно абстрактный. Это такие холодные цветы. Это вода, причем свежая. Это не какая-то вода из-под цветов, такая уже немножечко забродившая. Нет, это свежая вода. Османтус. Я чувствую османтус. И немножко мне напоминает этот аромат, кстати, аромат от Armanda Jane, который называется Чампака. Вот что-то есть общее. Угу. И мускус, такой мускус чистый. У меня такие ароматы, на мне обожает мой муж. Он обычно их называет сирень. Когда он чувствует, он говорит: о, это классно, это сирень. Это значит, что просто очень высокая оценка, с таким видом воодушевленным, что я понимаю, что сирень для него не пустой звук в парфюмерии, это высшая похвала. Вот, в общем. Но мне кажется, что большинству мужчин нравятся вот такие ароматы. Он не очень сложный, он понятный, он приятный, он свежий. В общем, аромат, чтобы понравиться мужчине. Так, и два аромата от Jimmy Choo. Я очень хотела Illicit. Он уже у нас практически не продается. Я так понимаю, что его сняли с производства. Этот аромат очень похож на Boucheron Place Vendôme. У меня есть миниатюра этого аромата, но он сейчас стоит дорого,
Почему-то, я не знаю, он раньше стоил намного дешевле именно в парфюмерной воде. И многие голосовали, что аромат очень на него похож. Вот этот я тестила. Здесь у нас я знаю, что за аромат, как пахнет. А вот этот, к сожалению, нет. Но его не найти просто уже здесь в офлайн-магазинах. Так, давайте распечатаем. Тут тоже есть, как вы видите, вот эта вот наклеечка, да, что аромат сертифицирован. Так, давайте откроем. Очень-очень красивая упаковка такая, блестящая, в стиле джимчу. Илlicit вообще переводится как незаконный, нелегальный, но все говорят, что аромат не отражает это название. Ничего в нем такого незаконного, как, допустим, в кокаин от Бакле, вот там, правда, можно называть его незаконный. Здесь ничего такого нет. Очень классный флакончик, такой, как граненый стакан. Мне очень нравится. Это, лично на мой вкус, делает дороже оформление. Мне нравится. Так, давайте. Я всегда ищу идеальный мед. Идеальный именно для меня. К нам уже вырывается роз. Ой, Роси, покажись. Вон. Я все время ищу идеальный мед, то есть, чтобы он был без животинки, чтобы он был как в медовике. У меня мама готовила в детстве торт медовик, и я ненавидела мед, но обожала этот аромат и этот торт. Это было удивительно. И я теперь все время ищу вот этот вот аромат вот этого меда. Он как будто бы даже, знаете, хотя мама использовала реальный мед, настоящий такой живой мед, но почему-то он для меня именно звучал как-то, ну, не синтетически, а как-то вот даже, господи, я не знаю, как это описать. Когда я нюхала сам мед, мне прям было неприятно. Но аромат этого торта я обожала. Ну, короче, вы поняли. Вот такой мед для меня идеальный, и я всегда его ищу в парфюме. Так, ну, что-то он мне напоминает. Он мне напоминает, знаете, не Boucheron Place Vendôme, он мне напоминает Cinema от Yves Saint Laurent. У меня был этот аромат давно, но был. А какие тут пересечения есть? Интересно. Меда здесь нет. Мне напоминает. Ну, скорее всего, это не один в один, да. Сравнить их сейчас так нельзя параллельным за тестом. Но очень похож. Белые цветы. Да, белые цветы, жасмин, цветок апельсина. Цитрусы. Тут горький апельсин, тут имбирь. И розу, кстати, тут почти не чувствую. Только оттенком нанесу аромат на себя. И к базе. Говорят, что к базе начинает звучать мед. Ну, я чувствую карамель, я чувствую ваниль. Кашемировое дерево просто обожаю. Аромат очень крутой. Мне очень нравится. Он, правда, мне напоминает Cinema от Yves Saint Laurent. Да, сделаем скидку, что он был у меня давно, что я не могу воссоздать в нюансах этот аромат сейчас в памяти. Но в целом он такой же. Мне очень нравится. Ой, блин, как классно. Я так рада, что я заказала этот аромат. Его сейчас здесь уже не найти. Может быть, на каких-то сайтах он еще есть, я не знаю. Но я не находила его уже. Да, вот сейчас пошел мед, именно такой, как в медовике. А в Boucheron Place Vendôme тоже вот такой же мед, как в медовике. Мне нравится. Мне очень нравится. Такой мед, как будто акациевый. И этот аромат я даже могу носить сейчас в жару, но я его представляю вообще круглый год в использовании. Мне кажется, он на каждый день. Он не заполняет собой все пространство. У него такой средний шлейф. Ну вот в начале, потому что он еще ближе к коже садится. Это такой повседневный, но сладкий аромат.
Он на каждый день вполне себе носибельный в любую погоду. Так. И последний аромат, который у нас остался, тоже от Jimmy Choo, I Want You Forever. Меня изначально здесь привлекла нота вишни, миндаля. Я люблю миндаль, я люблю вишню в ароматах. И очень интересная база, потому что здесь есть ванильно тонко, дубовый мох. Вот что меня поразило, дубовый мох в базе. Я думаю, ну это значит не так просто, как может казаться. Давайте же откроем. Опять же, да, вот этот вот есть QR-код. Так, интересный тоже такой под Jimmy Choo блестящая коробка. Такая же. Тут сразу картинка, да, как надо правильно использовать аромат. Я знаю, что у него нет крышки, у него изначально такая конструкция, что просто нажимаешь и пшикаешь. Тут, смотрите, есть вот такая вот защитная штучка, чтобы ничего с ароматом не случилось, пока он к вам едет. И нанесу сначала на блоттер. Стартует довольно-таки свежо, хотя горький миндаль и роза тут в верхних нотах. Но миндаль, он как будто бы не жареный, а такой какой-то сырой миндаль. Как будто зеленый миндаль. Потому что аромат стартует именно свежестью. Я его носила на себе, но опять же в жару, и я не чувствую тут особо вишню. Для меня это какая-то абстрактная композиция, она цветочная, скорее белоцветочная. Роза здесь вот скорее всего отвечает за эту свежесть в начале, потом аромат становится больше белоцветочным, и он уходит в базу, чуть-чуть даже минеральную. И это меня прям очень удивило, когда я его носила на себе. Мне нравятся вот эти вот современные тренды на минеральность, но частенько ее, вот лично для меня, в ароматах перебор. Мне хочется убрать громкость, и вот люкс, он это и сделал. Он взял это модное направление и громкость уменьшил так, чтобы можно было это носить. Многие на фрагрантике писали, что аромат вдруг начинает звучать в базе, они почему-то сравнивают с бакарой, но для меня эта минеральность сейчас встречается во многих ароматах, не только в бакаре. Он на блоттере, кстати, не открывается вот до вот этого звучания. Многие находят что-то общее с Каролиной Эррера Good Girl. Ну, возможно, но я бы не сказала, что вот если вы хотите заменить Good Girl, то этот, ну, если вам прям нравится Good Girl до нюансов, этот аромат вам подойдет. О, кстати, на коже почему-то вишня больше слышна. Да. Вот здесь слышна такая кисленькая вишня. Но вот, да, эта вишня, она, скорее всего, она такая люксовая вишня. Она похожа на Good Girl, Very Good Girl Glam от Каролины Эррера. Да, точно. И вишня тут такая же. То есть это не какая-то вишня, как у Форда, да, которую многие сейчас повторяют. Нет, это другая. Это вот вишня Каролина Эррера. Да, это просто, чтобы вы понимали, чего можно ждать от этого аромата. Да, если вы заказываете вслепую и думаете, что там за вишня, то вот примерно себе представляйте именно такую вишню. Вот на этот аромат Glam, Very Good Girl Glam, да, на него похож. Пересечение есть. Но опять же, говорю, надо иметь в виду, что база у этого аромата, она немножечко другая, она отличается. Причем она звучит очень долго, она стойкая. Может, он не будет прям так шлейфить, да. Он вполне носибельный, он может быть ароматом на каждый день, если вы любите такие ароматы. Он вполне себе универсальный. Я, конечно, думаю, что многим он больше понравится в прохладную погоду. Но я люблю в жару носить разные ароматы, тестировать их, и часто они преподносят мне сюрпризы, потому что у меня холодная кожа, и часто ароматы просто не открываются всеми нюансами в холоде на мне. Вот такой получился у меня обзор.
Пишите в комментариях, что у вас есть из этих ароматов, как вы относитесь вот к этой вечной классике, похож ли вам этот аромат на Шанель номер 5 или нет. Он на мне сейчас уже открылся. Ну, не знаю, нет. Они, да, в одном направлении. Если вам нравится пятерка, то, скорее всего, вам понравится этот аромат тоже. Но здесь больше зелени. Он для меня какой-то более свежий. Я его буду носить вот сейчас в жару. Да я все буду это носить сейчас в жару. Что уж тут таить. Не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх. Это очень важно для меня, для моего канала, для продвижения. Ну и просто это приятно вот так. Просто по-человечески приятно. Все, спасибо вам, что были со мной. Я всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.